Всем привет, с вами Председатель. И сегодня мы поговорим про самую скрытую, наверное, крепость для глаз туристов, для людей, которые любят посещать какие-то достопримечательные места, не выезжая при этом за границу. Так вот, это Ивановская крепость или Ивангородская крепость, построенная, как нам говорят, во времена Ивана Великого, деда Ивана Грозного. Но историки и экскурсоводы могут говорить, как вы знаете, что угодно. Нас-то они не проведут, мы калачи тертые. Поэтому давайте посмотрим на Ивангород, на Ивангородскую крепость немного под другим углом. Включим логику и здравый смысл, и эта Ивангородская крепость окажется совершенно не тем, чем нам ее рисуют наши историки. Ну и, конечно же, посмотрим на эту крепость, держа в голове гипотезу, что Золотая Орда – это не татары и монголы, а римская католическая церковь, то есть Литва. А по официальной истории эта крепость была построена как раз во время русско-литовской войны для обороны Новгорода от западных врагов. Пазлы нашей истории собирать в единую картину так же увлекательно, как и собирать фотоконструктор Мозабрик. Так это еще и полезно, развивается мелкая моторика. Кто-то вяжет, кто-то перебирает крупу, но выбор, по-моему, очевиден. Это бесконечный фотоконструктор Мозабрик. Мозабрик полностью производится в России и за 2 года стал супер популярен не только тут, но и в 30 странах мира. Соберите понравившуюся фотографию, а если она вам надоест, то разберите и соберите другую. И так бесконечно. В наборе есть все, что понадобится для создания картины. И чтобы ее собрать, нужно просто зайти на сайт и загрузить выбранное фото. И вуаля, получаешь инструкцию по сборке. Я для удобства ее распечатал. Как я уже говорил, у меня набор S, но есть и другие размеры. Есть даже возможность объединить до 4 наборов в одну большую картину. А также есть цветные наборы Mozabrik Color в бежевой палитре. В них используется большее количество цветов, и картины за счет этого гораздо детализированнее. Ну, согласитесь, это крутой подарок, причем к любому поводу. Ну и глядите, он отлично смотрится в любом интерьере. И я уверяю вас, ваши гости обязательно обратят на него внимание. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и закажите конструктор Mozabrik на сайте производителя. А по моему промокоду СНТ скидка 20%. С подарком определились, а теперь начинаем. Ивангородская крепость, я вам скажу, такой памятник не для всех. Из-за того, что он находится в пограничной зоне, а река Нарва как раз и разделяет 2 замка Нарвский и Ивангородский. И если, например, вы едете в Эстонию, то полюбоваться Ивангородской крепостью вы сможете только из окна вашего автомобиля. А чтобы посетить ее, посетить музеи Ивангородской крепости, вам нужно отдельно заказать на сайте госуслуг пропуск. Но ведь это же нужно еще знать. Так что можно путешествовать по Ленинградской области, смотреть замки Ленинградской области, такие как Орешек, Копорье, Ям, Кингисепп, подъехать к Ивангороду и обломиться. Вот, собственно, у меня, можно сказать, так и получилось. Поэтому весь видео и фотоматериал по Ивангородской крепости мне любезно предоставил наш знакомый исследователь Джон Коннор. Надеюсь, у меня на канале еще остались те старые подписчики, которые помнят мои работы по фото и видео материалам Джона Коннора. Ссылку на его канал вы можете найти в описании под роликом. Ну а я в свою очередь хочу его поблагодарить за предоставленные виды Ивангородской крепости. Ну что ж, давайте поговорим про Ивангород, про Ивангородскую крепость, придерживаясь гипотезы, что Золотая Орда – это не нашествие монголо-татар с востока, а как раз католическая экспансия с запада. Как мы знаем, только идущему покорится дорога, поэтому нам не нужно стоять на месте, цепляясь за официальную историю, в которой кочевые монголы покорили себе чуть ли не пол Европы. Ну или же придерживаться гипотезы новой хронологии, что Русь, Орда, древняя Великая Империя раскололась, и некогда дальние губернии этой Великой Империи постарались уничтожить ее центр. Давайте искать, исследовать, находить что-то новое, и, может быть, тогда мы действительно до чего-то докопаемся, осилим эту дорогу. Как нам заявляют историки, Ивангородскую крепость строят по приказу Ивана Васильевича III, деда Ивана Грозного, в юбилейное 7000-е лето или 1492 год.
А это год, когда Колумб открыл Америку. Ну, да бог бы с этим Колумбом и с этой Америкой. В это же время, когда начинается постройка Ивангородской крепости, уже идет строительство Московского Кремля. А я напомню, по официальной истории его строят итальянцы, начиная с 1482 года и закончат его только в 1495. Это великая грандиозная стройка масштабов. Такой стройки Великое княжество Московское еще не видело, но тут нам говорят, что строится еще и Ивангородская крепость. Но вы просто сравните материалы, из чего эти крепости строятся. Ивангородская строится из песчаника, из камня, а Московский Кремль из красного обожженного кирпича. Это, кстати, то же самое, что я говорил и про церкви, которые строил Владимир Мономах. Якобы в Суздале он строит из белого камня, а в Смоленске из плинфы. Но в данном случае историки нам даже не могут сказать, кто строил эту крепость. Русские мастера фрязи, может кто еще. И сама крепость, как нам говорят, не вся вот эта вот крепость, которую мы видим сейчас. Нет, изначально был построен только маленький квадрат. А все остальное это уже поздние пристройки. То есть, понимаете, вот они, древние стены крепости, вернее уже очертания древних стен крепости, которые были построены в 1492 году, как нам говорят. По сути, это всего лишь квадрат 40 на 40 метров. Ну, с чем бы это сравнить, чтобы вы представляли себе грандиозные масштабы этой стройки. Ну вот, например, хоккейная площадка имеет длину 60 метров и ширину 30. То есть даже вот эта вот маленькая хоккейная площадка большей площади, чем Ивангородская крепость постройки 1492 года. А теперь расскажите мне, как вот в этой вот небольшой крепости разместить гарнизон? Да никак. Но тогда для чего строить такую маленькую крепость, когда там ничего не разместишь? И вы знаете, по официальной истории, уже спустя несколько лет после постройки, шведы практически без боя захватывают эту крепость. Тут, если честно, интересна вообще сама постройка, как позволили построить вот эту вот Ивангородскую крепость, когда напротив нее стоит Нарвский замок и идет война с Литвой. Ну вот, смотрите, русско-литовская война 1487-1494 год. Что это за такой жест доброй воли со стороны Литвы? Дать построить русским напротив своего замка их. Ну вот смотрите, по карте расстояние между этими двумя замками всего лишь 150 метров. Тут не нужны никакие дальнобойные орудия, тут просто стрелами можно было расстрелять вот этих рабочих, которые пытались возвести Ивангородскую крепость. Хотя, согласитесь, не было никакой нужды ставить эту крепость напротив Нарвского замка. Кстати, дата постройки Нарвского замка, как нам говорят, до сих пор вызывает спор среди историков. То есть точный возраст этого Нарвского замка нам тоже неизвестен. Но, тем не менее, когда начал строиться Ивангородский замок, уже какой-никакой Нарвский замок существовал. Ну, по заявлению историков. Так вот, продолжу свою мысль. Для чего нужно было строить свою небольшую крепость напротив уже существовавшего замка? Можно было поставить его выше по течению или наоборот, ниже. Но тут вот что могло быть. Помните, я вам рассказывал про так называемый Балтийско-Ладожский Глинт или берег Древнего моря, где по чудесному совпадению все крепости нынешней Ленинградской области Ладога, Копорье, Ямкин, Гесеп, Ивангород стоят как раз на берегу того самого Древнего моря. У меня было предположение, что как раз это Древнее море отошло и тем самым обнажило старый город Санкт-Петербург, который, как утверждают многие исследователи, просто невозможно было так быстро построить. Эту гипотезу я тоже держу в голове, но ее надо доказывать, например, археологически. То есть производить раскопки археологи должны не в самих крепостях, а за ее пределами на территории так называемого Древнего моря. И вот как раз посмотреть, есть ли там слои 13, 14, 15, 16 веков. И если вода действительно отошла в конце 17-го, начало 18 века, то, поковыряясь в земле, я думаю, это легко можно доказать. Я как-то даже говорил, что не Петр I открыл окно в Европу, это сделал дед Ивана Грозного, Иван Васильевич III. Именно построив вот здесь вот город-порт, который назвал своим именем. А теперь давайте вспомним города,
которые строили наши князья и называли своим именем. Ну, единственное, что приходит в голову, это Петр построил Петербург, Санкт-Петербург. Поправьте меня в комментариях, может быть, я просто запамятовал. Все остальные города назывались уже потом, в честь кого-то. Екатеринбург, например, или Ленинград. То есть я уверен, что название этой крепости, этому городу было дано уже романовскими историками. Ну и какой же это город-порт размером 40 на 40 метров? Тут даже гарнизон невозможно содержать, что уж говорить о каких-то портовых доках. Но, как мы видим сейчас, вот эта вот маленькая Ивановская крепость постепенно разрослась. В ней строятся вот эти вот церкви, Успенский собор и Никольская церковь, как нам говорят. Правда, с датами и кто строил эти церкви, наши историки все никак не договорятся. Все очень предположительно может быть. Ну и не только Новгород и Смоленск переходил из рук в руки, становясь то православным, то католическим. То же самое было и с Ивангородской крепостью, с Ивангородом. Во время шведского владычества вот эти вот православные церкви переосветили в лютеранские. И все эти крепости, и Нарвский замок, и Ивангородский находились у шведов вплоть до начала 18 века, когда Петр I в ходе так называемой Северной войны отвоевал эти территории. Петровские времена нас, конечно, интересуют, но не в данный момент. Мы все-таки с вами пытаемся говорить о Золотой Орде. Так вот, смотрите, как я вижу вот эту вот Ивангородскую крепость в период правления Ивана Васильевича III. Ивангород – это не отдельно стоящая крепость. Я лично считаю, что данная крепость была частью одной большой крепости, стоящей на реке Нарва. Мы все прекрасно знаем, как строятся крепости на воде. Они строятся не только на одном берегу, но и на другом, чтобы полностью контролировать речное судоходство. Ну, если хотите, контролировать торговый путь, рынок. Я могу много назвать примеров таких крепостей, которые располагались и на одном, и на другом берегу реки. А вот примеры, где одна крепость стоит напротив другой, у меня, честно, в голову как-то не приходят. Может быть, вы мне с этим поможете? Ну и плюс к этому туманное строительство, непонятно кем, непонятно когда, непонятно какой крепости. В тот момент, когда из красного кирпича строится Московский Кремль, здесь почему-то строится совершенно из другого материала. Причем из этого же материала построены все крепости так называемой Новгородской республики. Ну, то есть нынешней Ленинградской области, про которую я вам говорил. Ладога, Ям, Копорье и Ивангородская крепость очень похожи, но те крепости строятся в 12-13 веке, а эту крепость строит Иван III в тот момент, когда строит Московский Кремль. Потом обратите внимание вот на эти вот подъемные лестницы, которые ведут прямо на стены. Я уже не один Кремль объехал, и все подъемы у нас были только через башни. Прямые подъемы на стены – это все-таки другая фортификация. Ну и что мы видим? Это лучи звездчатого бастиона, которые нам пытаются выдать за старую крепость 1492 года. Да, кто-то скажет, Ивангородская крепость – это новодел. Здесь все было уничтожено во время Второй мировой войны. Но подождите, не все. Да, она восстановлена, но есть четкие фотографии, свидетельствующие о том, как было до войны. И, собственно, по этим фотографиям эта крепость и восстанавливалась. Но так можно сказать и про половину Европы. Поэтому я считаю, что просто эта часть крепости была занята армией Василия III, а та часть крепости занята армией Великого княжества Литовского. И вот вам такой пример стояния на реке. Мы все же с вами помним стояние на реке Угре. Именно с этого момента нам и говорят, что Золотая Орда, татаро-монгольская ига, распалась. То есть две огромные армии встали по берегам этой реки. С одной стороны армия русских, с другой стороны армия монголо-татар. Постояли, разошлись и наступил мир. И было это в 1480 году. А кто из вас слышал про стояние на Угре в 1408 году? Когда две огромные армии встали по берегам этой реки Угры. С одной стороны армия русских, а с другой стороны армия Великого княжества Литовского. Они постояли, разошлись и наступил мир. То есть видите, какие интересные совпадения случаются на этой реке. Почему-то у нас нет в истории двух бородинских сражений. Или двух сталинградских битв. Или даже если бы это была
битва на реке Угре. Но нет, здесь стояние на реке Угре. Как будто бы одно и то же событие просто разнесено во времени. Или, может быть, взгляд с разных сторон. Но что такое река Угра? Я вам уже как-то об этом говорил. Река Угра – это вход в бассейн реки Оки. Все Кремли наши стоят на реке Оке. А сама Ока является путем в Волгу. Это торговый путь, который, собственно, и пытались контролировать противоборствующие стороны. Все войны ведутся за рынки. И что интересно, Иван III не идет громить ни Астрахань, ни Казань. Он громит пролитовский Новгород. Ну, тут можно вспомнить Марфу-Посадницу или ее мужа Исаака Борецкого. Даже по официальной истории они топили за сближение Новгорода с Литвой, с Великим княжеством Литовским. Причем история этих деятелей, что Марфы, что Исаака, очень скудны. Те же новгородские летописи, их житие как-то не описывают. Да что уж там, даже нет точной даты, когда Исаак Борецкий стал новгородским посадником. Так вот, Иван III громит Новгород. Он закрывает все немецкие ганзейские дома. Ганзейских торговцев сажают в тюрьмы. Многие так и умерли в тюрьмах. Это все официальная история, можете прочитать это у Карамзина. Я говорю, как удивительно, вроде мы воюем с татаро-монголами, а всю ненависть Иван III выплескивает на Ганзейский союз, на немцев, на Литву. И вот это стояние на Угре уничтожает не только Золотую Орду, но и Ганзейский союз. И то, и другое образование как раз в это время прекращает свое существование. Так при чем здесь Ивангородская крепость? Смотрите. Иван III с разгромом Новгорода практически завоевывает или присоединяет к Великому княжеству Московскому всю Новгородскую республику. И Псков, кстати, тоже входил в ту же самую Новгородскую республику. Мне просто пишут некоторые комментарии, что вечевое управление было не только в Новгороде, но и в Пскове. Так Псков и был той самой Новгородской республикой. И католики, приходя в русские города, такие как Смоленск, как нам говорят официальные историки, навязывали свое магдебургское право. А тут еще нужно сравнить, а чем вообще отличается магдебургское право и вечевое управление того же Пскова и Новгорода. Я думаю, они очень похожи, если это вообще не одно и то же. Посмотрите на крепости Пскова. О Пскове, я думаю, мы сделаем отдельное видео. Материал постройки идентичен Ивановской крепости, о которой мы сегодня говорили. Ну, даже официальные историки признают, что Псков формально добровольно, но фактически под угрозой был присоединен к Великому княжеству Московскому. И в это же время, в 1480 году, Тевтонский орден, который возглавляет магистр Берхард фон дер Борхам, пытается захватить Псков, то есть отбить его обратно. Псков, как мы знаем, торговый город, большой рынок. Ну, давайте посмотрим торговый путь псковских купцов. Река Великая впадает в Чудское озеро, хотя этот большой водоем почему-то разделен на разные озера. Сначала Псковское озеро, потом Теплое озеро и только потом Чудское. Ну да ладно. Дальше торговый путь идет в реку Нарву и только потом в Финский залив, в Балтийское море. И теперь-то мы понимаем всю значимость Ивангородской крепости и Нарвского замка. А я считаю, что это вообще две половинки одной крепости, которая контролировала торговлю Пскова. Об этом уже, я думаю, детально поговорим, когда будем говорить о городе Псков. Там тоже не все так однозначно. Но почему наши историки нам не говорят об этом? Они заявляют, что Ивангородская крепость была построена для защиты новгородской земли со стороны ее западных соседей. И то же самое про реку Угру. Они говорят, якобы здесь была граница между Литвой и Москвой. Ни о какой войне за рынки наша история не говорит. Ну, я вам всегда говорю, что наша история – это история церкви. Мы почему-то учим историю по церковным летописям. А нам как раз нужно учить историю по торговле. Но если мы начнем так делать, вся правда, мне кажется, откроется. Ну и когда я говорю про Литву, вы же понимаете, что я имею в виду римскую католическую церковь, латынскую веру, которую с помощью рыцарских орденов они несли на восток. Литву точно так же колонизировали, зомбировали,
обработали, воспитали их детей и принялись идти дальше на восток, на Русь. И у нас, кстати, в нашей историографии очень интересно. Вроде воюем с одними и теми же, но как-то русско-литовские войны становятся вдруг русско-польскими. Поэтому изучающие историю по нашим учебникам просто связь могут потерять. А воюют-то с нами одни и те же за одно и то же, за рынки. Просто тогда это прикрывали латынской верой, а сейчас демократией. Ну и надо заметить, что одним из официальных языков Великого княжества Литовского была латынь. Католики, проникая в Литву, учреждали свои училища, чтобы учить их детей уже на свой лад. В конечном итоге это выливается в Киево-Могилянские академии, которые уже в Петровский период приходят на наши земли и начинают учить уже наших детей. Вот это и есть Золотая Орда. Нам-то рассказывают про каких-то монголо-татар, которые захватили пол Европы, но почему-то не оставили после себя не только памятники архитектуры, какие-то явные артефакты, произведения искусства, документы, обычаи, моду, причем как гражданскую, так и военную. А вот латыняне как раз после себя оставили очень хороший отпечаток. И мода латынская, и артефакты. Про архитектуру я вообще молчу. Оружие, военная форма, иноземные полки, и обычаи, и стиль жизни. Мы практически все переняли. Потом, как нам говорят, ханские ярлыки, которые выдавались на княжение и церквям на освобождение от уплаты дани, были написаны на уйгурском языке. Но смотрите, никто не стал писать научные книги на уйгурском языке. А вот на латыни говорила вся Европа. Все научные книги, в том числе и русские, написаны на латынском языке. Об этом мы с вами уже говорили в моем телеграм-канале. Кстати, кому интересно живое общение, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где в чате мы достаточно конструктивно общаемся. Разбираем всевозможные теории, карты, картинки. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под этим видео. Ну и потом 300 лет почти что Золотая Орда, как нам говорят монголо-татары, получали с нас дань. Но на что шла эта дань? Они уводили рабов, но что строили эти рабы? Последняя столица Золотой Орды, нам говорят, Сарай-Бату. Но где следы Великой Империи? В нынешней Астраханской области. А вот на территории нынешней Белоруссии, Прибалтики, Восточной Германии, Пруссии, Польши, Австрии очень много древних замков. И, кстати, Ивангородская крепость, как, собственно, и Нарвский замок, очень похожи на вот эти вот европейские замки. Или те же генуэзские крепости Крыма. И совершенно не похожи на московский, коломенский, тульский, зарайский. В любом случае, я ничего не хочу вам доказать. Я всего лишь с разных сторон хочу посмотреть на всевозможные гипотезы. И жду, конечно, от вас в комментариях только конструктивной критики и ваших дополнений по теме. Ну, а у нас в предсельмаге мода не латынская, а что ни на есть наша, русская. Пусть на улице еще высокие сугробы, но мы уже чувствуем приближение весны. И главного женского праздника 8 марта. Подарки из магазина rusскаяодежда.рф всегда будут ассоциироваться с любовью, теплом и нежностью. Женские кофты из 100% льна – это летящий свободный силуэт. Максимальный комфорт и удобство гарантирует приталенная рубашка с капюшоном. Но главное, лен – это польза для здоровья. Брюки всех цветов и, конечно, платья. При кажущейся простоте платье из льна выглядит дорого и благородно. Это женская сила, энергия и здоровье. И, конечно, красота. Сколько необыкновенно прекрасных оттенков и цветов вы можете увидеть в нашем московском шоуруме на Земляном валу 7. По комфорту поспорить с льном может только хлопок, поэтому в предсельмаге так много моделей брюк из натурального хлопка. Мужские свободные карго, джогеры, брюки с манжетами на резинке, зауженные карго-джогеры. У женщин аккуратные укороченные брючки-бананы, интересного и сложного кроя. Шелк из магазина «Русская одежда Предсельмак» способен пленять не только женщин, но и весьма серьезных мужчин. Шелковые пижамы не новинка, но теперь из необыкновенного, воздушного, блестящего шелкового атласа с добавлением нежнейшего хлопка. Ткань невесомая, но при этом не холодит и не скользит. Это идеальный подарок. Просто невероятные тактильные ощущения. И как бюджетный, но не значит плохой,
Вариант яркая оранжевая женская пижама, тоже из натуральной, но вискозной ткани. Наполните жизнь дорогих вам людей яркими весенними красками. Подарите душегрейку из оригинальных павлово-посадских платков. Двусторонняя меховая с рукавичками или облегченная на льняной подкладке. К ним идеально подходит сумочка с тем же уникальным узором. Ее не хочется выпускать из рук. Прекрасного качества. С подкладкой из натурального шелка. Выбор цветов огромный, но каждая изготавливается в единственном экземпляре. Только для вас. Ждем вас за удивительными подарками себе, близким и друзьям в интернет-магазине ruskayodежда.rf. Предсельмак. Наш секрет прост. Дарить надо не что-нибудь, а от сердца.